Всем привет! Сегодня сделаем распаковку вот этих вот кулеров. Здесь представлено 4 кулера, 3 одинаковых и 2 вот этих вот получается разные. То есть этот и этот это разные. А вот эти 3 это одинаковые. Мы их уберем в сторону. Это видео будет полезно тем людям, кто хочет выбрать правильно корпусные кулера и поставить их в систему. Так как я взял вот этот и вот этот два кулера, они отличаются. Итак, немного про вот эту вот серию. Вот эта вот серия считается как бы самая бюджетная из вот этой вот фирмы. То есть купил я их по следующей цене. К примеру, вот этот вот кулер стоит сейчас 1250 рублей или эквивалент 17 долларов. А вот этот кулер сейчас стоит 1500 рублей или эквивалент 21 доллар. То есть из бюджетной линейки вот этой вот фирмы это самые дешевые кулера. Также есть здесь у них черные кулера. Этот цвет не стандартный для вот этой вот фирмы. Также стандартный цвет есть. У меня есть отдельное видео на канале про башенные кулера от этой фирмы. И также есть другая линейка. Это более профессиональная, серверная. Сейчас я вам объясню, почему пал у меня выбор именно на эти кулера. Это бюджетная серия вот этих вот кулеров. То есть здесь смотрите 4 пина, максимальные обороты показаны. И смотрим на вот этот вот акустический шум. То есть здесь 18 децибел. Про вот этот вот кулер здесь 19 децибел. То есть среди вот этой вот всей линейки, на мой взгляд, это достаточно низкий уровень шума. Начнем с распаковки вот этого вот первого кулера. Это на 1200 оборотов. И потом распакуем вот этот кулер. Ну и впоследствии мы их включим, посмотрим, как они работают. Начнем распаковывать вот этот вот кулер. Вот его модель здесь. Смотрите на упаковку. Хотя вот эта вот фирма и австрийская, но сам кулер сделан чайно. Достаточно плотно упаковано, сидит сам вот этот кулер. Так, здесь провод, коробка, вот эти вот винты. К сожалению, больше в этой комплектации ничего нету, никаких переходников, ничего. То есть смотрите, провод достаточно длинный, и в принципе вот этот провод хватит подключиться, то есть к материнской плате без проблем с такой длиной провода. Даже в некоторых случаях необходимо будет его загинать. Здесь такая вот оплетка сделана на ощупь. Вроде как даже высокотемпературная. Здесь термоусадка. Здесь 4 пина. То есть все здесь в этом случае нормально. Так, смотрите, вот этот кулер конкретно это на выдув. Смотрите по лопастям.
Вот так вот, когда я делаю, то есть вы слышите, что в принципе оборотов его даже не слышно. Здесь информация по нему. Кстати, здесь хорошие подшипники идут. То есть вот она, эта модель его. Так, вот этот кулер на выдув. Соответственно, так, сейчас провод я положу вот так вот, чтобы удобнее было. Снова распрямляется. А вот эти 3 кулера я брал на вдув. Что в глаза бросается, сделано в China. Ну, гарантия 6 лет. Там туда-сюда, все характеристики. То есть вы понимаете, что при покупке таких кулеров, в принципе, эти кулера останутся на следующую сборку компьютера. То есть это в любом случае достаточно надежные кулера. Так, достаем вот этот кулер. Здесь снова винты, провод. Подшипник здесь тоже видно. Вот его характеристики, его номер. Так, отличий здесь в принципе никаких нету. Даже, по-моему, по длине проводов они совершенно одинаковые. Так, я вам показываю. Смотрите. То есть, да, одинаковые провода. И сделаны также. Так, вот этот кулер на вдув. Смотрите разницу, этот на выдув. Вот так вот они, в принципе, хороший кулер. Так, я их положу. Так, винты я скинул в одну коробку. Сейчас мы еще распакуем сразу вот эти, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. Так, вот эти кулера в сторону. Сюда винты будем скидывать. Так, берем следующий. Снова винты. Такой же кулер. Так, 4 пин. Смотрите, когда будете выбирать такие кулера, обращайте внимание на то, да и собственно почему я купил именно эту линейку. Я хотел купить родную линейку вот этой вот фирмы, но, к сожалению, родная линейка этой фирмы, у нее слишком высокий шум. И также я искал кулер на выдув из родной линейки премиальной. Я не нашел хорошего кулера на 4 пин из той линейки, поэтому я взял все вот эти вот кулера в один цвет. То есть все вот эти вот кулера это на 4 пин. Но еще один такой момент я вам скажу,
что где 4 пин, это кулера идут уже с регулировкой оборотов. То есть получается, что в некоторых магазинах вы увидите количество пинов, но, допустим, вот этого вот индекса в описании у них не будет. То есть PWM, дополнительных вот этих вот контактов. То есть 3 и 4 разница, где 3 не будет вот этой вот PWM, то есть в любом случае, а где 4, даже если не будет аббревиатуры, обращайте внимание на количество контактов. То есть все такие кулера на 4 контакта, они идут с PWM. Так, ну эти винты мне не нужны. То есть по факту что у меня получилось? У меня получилось вот этих вот 3 кулера на вдув и 1 на выдув. И вот такие вот длинные к ним провода идут. Так, я взял все необходимое для проверки. Будем проверять очень быстро, без блока питания. Так, замеряем напряжение. Так, 12,76. Так, 77 в этом аккумуляторе. Нормально пойдет. Сейчас я подготовлю провода. Так, возьмем вот этот первый кулер на выдув. Так, это сюда. Так, вот он заработал. Я максимально близко поднес его к камере, чтобы вы послушали, как он работает. Сейчас он работает на 12,7 вольтов. То есть максимальную свою силу. Так, мы его проверили. Сейчас проверим вот этот. Вот хочется отметить, что поток воздуха дует, то есть рукой я чувствую холодок, и вот так вот он работает. То есть такой у него звук. Так, мы проверим следующий.
разницы здесь нету между вторым и третьим. Так, и вот этот вот четвертый получается. Последний на проверку. Так, ну все три вот этих вот кулера на вдув одинаково не работают. То есть по звуку слышно. По вот этим вот кулерам скажу пару слов. Смотрите, все вот эти вот кулера, вот этой вот серии, это бюджетная серия. Отличаются они тем, что здесь нету специальных фирменных вибропрокладок. То есть на некоторых моделях можно выбрать цветные, на некоторых идут стандартные цвета. Также вот эта вот серия отличается длиной провода. То есть некоторые модели, к примеру, черная серия у них идет, Chromax называется. То есть вот этот тут разъем, вы понимаете, что будет вот так. То есть здесь буквально 2 сантиметра будет вот этот разъем, и вы будете подключать черный кулер через специальный переходник, то есть догонять вот этот провод. То есть кому-то это удобно будет, кому-то нет. Я взял вот эти вот кулера. Также я смотрел черную серию, но черная серия мне не понравилась из-за шума. Вот эти вот отсутствие этих вибропрокладок тоже не беда. То есть кулер изначально хорошо отцентрирован. То есть вы видите, как он крутится. То есть в принципе проблем с ними нет. То есть сказать, что они дешевые, нет. Даже если это бюджетные кулера, один такой кулер это минимум 17 баксов. То есть получается это довольно-таки недешевые кулера. Можно купить модели других марок намного дешевле. А то один такой будет равняться, к примеру, можете купить 3. То есть здесь на усмотрение вас. Ну, я взял вот эти кулера, так как более ориентирован на качественное охлаждение. Я сейчас собираю новый компьютер. Изначально железо в компьютере не дешевое, поэтому я взял надежное охлаждение. И в принципе я бы взял серию Индустриал, но из-за шума, который создает серия Индустриал, она более ориентирована на серверное решение, то есть в закрытых помещениях. Я отказался от них. Также в серии Индустриал есть два варианта кулеров. Это 12 вольт, как здесь у меня здесь на 12 вольт, и на 24. При их выборе, то есть кулеров серии Индустриал, не ошибитесь по вольтажу кулеров. Я буду продолжать сборку своей платформы. Буду собирать корпус сначала, потом устанавливать все дальше. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.